устал от карантина. И страны мечтают, когда к ним снова приедут туристы. И вот, наконец, границы открыты. Антон, просыпайся. Орел и Решка первыми собирают рюкзак и отправляются в свое новое, долгожданное путешествие. Мы вернулись после месяцев самоизоляции, чтобы показать вам новые чудеса света и рассказать, как путешествовать в новом посткарантинном мире. Все, нет, я не могу. Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Всем привет! Это Орел и Решка, чудеса света. Хорватска, Плитвичка, озеро. О! Мы прилетели в Хорватию на бесподобные Плитвицкие озера. Птичка-монеточка. Орел, Решка. Злата. Непереводимая игра слов. Давай, удачи! Да, не зря учил хорватский. Плитвицкие озера – это чудо света, которое спряталось в горах и лесных дебрях Хорватии. Вот где природа показала, кто на свете самый талантливый художник. Здесь она взяла свои лучшие краски и написала шедевр. Мы прилетели в хорватскую столицу – Загреб. И отсюда начнем наше путешествие к чуду света. Я кардиологу. Путешествие на Плитвицкие озера для меня начинается с Загреба. Сейчас только денежку поменяю. В аэропорту Загреба менять деньги крайне невыгодно. Тут за $100 дадут 560 местных денег, а в городе 620. То есть теряешь 10 баксов. Фух, графика у нас на уровне. Чтобы не терять деньги, я решил обменять в аэропорту только 10 баксов на проезд. In exchange on $10. Остальное в городе по выгодному курсу. Так, за $10 всего 56 куни. Грабеж. Да-да, вам не послышалось. Дело в том, что местная валюта называется куна, что в переводе с хорватского куница. Вот она. Притаилась на монете. Дело в том, что раньше в Хорватии вместо денег использовали шкурки куниц. Так и повелось. И до сих пор не перевелось. В Загребе богачам делать нечего, поэтому я отправляюсь на Адриатическое побережье. У меня есть карта, поэтому 350 километров – это не крюк, а $1000 – не деньги. Знаете, почему мой самолет так весело машет хвостиком? Да потому что мы летим на один из самых шикарных курортов Хорватии – Шибеник. Там пляжи, море, яхты. Там даже снимали культовый сериал «Игра престолов». Привет! Приветствую. Я Мата. Меня зовут Василиса. Летала раньше? Нет, конечно. Первый раз? Да. Для меня тоже первый раз. No.
Боже мой, ребята, ну что, это мой будет сейчас первый полет до Луны. Вау! Все, закрыть? Да, ты можешь закрыть дверь. Господи, я настоящая пилотка! Готово? Да, нет. Конечно, я готова. Ребята, взлетаем! Господи, какой кошмар! Я в кабине пилота, а сейчас буду взлетать сама, у меня даже руки разорвали. Мы летим уже! Да. Все, мы стартуем. Я реально управляю этой штукой! Я думала, прикалывается! Больше не нажимай. А то пусть Я не нажимаю. все, я не помогу, не то, что настоящему. Тридцать кун есть, расписание есть, автобусов нет. Загнивающая Европа. Из-за карантина рейсов в Загреб прилетает мало, поэтому и автобусы до города ходят в 2 раза реже. Не каждые полчаса, а только раз в час. Так что расписанию не верьте. Ну, хоть цены не повысили. Проезд стоит $5. О! Хороший, чистый, аккуратный новый автобус. Надоели уже такие. Но главное тут не это, главное тут вон. Безопасность тут превыше всего. Говорят, что в Хорватии самый безопасный общественный транспорт. За 100 лет тут не пострадал ни один пассажир. Оп! Don't wanna say too much. It's safe to keep it all inside. Words don't erase your touch. Море какого-то изумрудного цвета, и оно такое безупречно чистое, что я отсюда, даже вот с такой гигантской высоты, могу видеть вот что там внизу. In my mind, yeah. Видите, сколько всяких островов. Эта часть Хорватии одна из самых туристических зон. Называется Далмация. И именно здесь родина как раз этих собак, далматинцев. Но называется именно так понятно почему. Потому что здесь очень много, видите, разных островочков. В Далмации больше 1000 островов. Есть заселенные, а есть необитаемые. Close enough to reason. Stop it before I fall back into the dream. Смотрите, остров в форме сердечка. Природа говорит, что она любит тебя, и меня, и всех вас. Everything's alright, though it's a hard loss to deal with. Keep the memories alive. Is it love to let you go? Я не могу, такой город красивый. Это такое странное чувство, да, что если получается, перелетела через всю страну. Соедините так, пожалуйста, мягонькую на посадочку. Все? Нет? Perfect. Ну я же говорил, в городе курс 6.28. Бау! Готовься, Уолл-стрит. Мужчины, бутылочку не выбрасывайте. Внимание, опрос. Первое, что нужно сделать, приехав в Загреб со $100. Нет, не закадрить хорватку. Нужно купить Загреб-карт. Ее можно купить в информационном центре, правда, заранее и онлайн, или в большинстве отелей. Вот она, карточка, которая сэкономит туристу много денег. Загреб-карт действует сутки, и в нее включены бесплатный проезд на общественном транспорте и фуникулере, вход в 4 топовых музея, посещение смотровой и зоопарка, а еще скидки в 55 кафе, магазинах и ресторанах. В общем, если вкратце, вот это все стоило бы мне $40, а Загреб-карт 15. Не благодарите. Хотя
благодарите. Кстати, карта активируется не в момент покупки, а только когда вы напишете на обратной стороне дату и свою роспись. Все. Вот теперь работает. Марио! Вперед и еще раз вперед! Много лет назад Шибеник занял одно из самых живописных мест в мире. И так и сидит на нем уже 10 веков. Кажется, что Шибеник вобрал в себя красоту всей Европы. Тут и узкие проливы, как в Норвегии, и домики с красными крышами, которые жмутся друг к другу, как в Италии. И помпезные соборы, как во Франции. Улицы Шибеника настолько узкие, что на авто далеко не уедешь, да и весь городок в ступеньках, подъемах и спусках. Поэтому для богача нет ничего стыдного в том, чтобы выйти из своего авто и прогуляться по городу пешком. Слушайте, ну здесь прям полностью атмосфера средневековья. Такое впечатление, как будто сейчас выпрыгнет отсюда лошадь и уходит меня за собой. Все самое главное в деталях. Можно подумать, это для того, чтобы собачки пили. Но на самом деле в средние века так определяли бешенство. Бродячего пса приводили к миске, и если у него при виде воды возникали спазмы, значит, он был болен. Часто люди говорят, что вот город похож на декорации к фильму. Но Шибеник – это на самом деле декорация к фильму. Представляете, именно в этом соборе снимали сцены для 5-го сезона самого знаменитого сериала в мире «Игра престолов». Вы знали, что Мейгор III попытался запретить ростовщичество? Собор играл роль железного банка Бравоса. И вообще, если, может, кто-то еще не знал, то в Хорватии сняли чуть ли не полсериала. Кто плохо учил географию, напоминаем, что Загреб – это столица и самый крупный город Хорватии. Но при этом для большинства туристов Загреб – это только перевалочный пункт на пути к морскому побережью. А зря. Здесь стоит задержаться, чтобы узнать, какая она некурортная Хорватия. Загреб, конечно, не Лондон и не Париж. Хоть это и столица, но тут тихо, никто никуда не спешит, да и толп туристов тут не встретишь. Вообще, многие, кто бывал в Загребе, говорят, что это город на один день. Ну и отлично, посмотрю все тут и завтра рвану к чуду света. Вот она, центральная площадь Загреба, площадь Елачича.
Вот, собственно, главный виновник торжества. И все. А нет. Есть еще Wi-Fi бесплатный. Да, красиво жить не запретишь. Да, град Загреб. Видите вот эту гигантскую поилку для голубей? Это фонтан-мадушевач, с которого и началась жизнь Загреба. А дело было вот так. Как-то раз один королевский наместник остановился в этом месте, чтобы напоить людей и лошадей, а воды-то и нет. Тогда вонзил он меч в сухую землю и оттуда сразу забил источник. Наместник девушке, которая стояла рядом, сказал: «Манда, душечка, заграби, то есть зачерпни». Так было дано название и городу, и источнику Мандушевач. Вот этому. Красивая легенда. И имя у девушки красивое. Кажется, что Загреб какой-то игрушечный. Маленький, компактный, с черепичными крышами. И есть у этого игрушечного города свое игрушечное развлечение. Это часть программы для любителей посмотреть на город с высоты. Самый короткий в мире фуникулер. Дистанция 60 метров. Время пути 55 секунд. Разгоняется до 1,5 метра в секунду. Погнали! Покатили. Я думаю, насколько ленивым нужно быть, чтобы построить фуникулер, который едет 60 метров. А, все, приехали. Фух. От загребских развлечений дух захватывает. Я с ухо заложил. Выходишь из фуникулера и сразу попадаешь к башне Лоттершаг. Ну, казалось бы, башня и прямоугольная башня, но она имеет оглушительный успех у туристов. Самое интересное, на этой башне происходит ровно в полдень. Ну все, ждем, шоу вот-вот начнется. Шоу окончено. Шоу пушка. Я к кардиологу. Вы спросите, что это было, откуда шум, гам и пальба, рассказываю. По легенде, из этой самой башни ровно в полдень сделали выстрел в сторону турецкого вражеского лагеря. Пушечное ядро прилетело прямиком на блюдо с жареной курицей, которое повар в этот момент нес турецкому паше. Он воспринял это как знак и решил не нападать на город. В память об этом теперь всегда ровно в полдень. Пух! Вот как она. Пух! Загреб-карта может подарить вам удивительную панораму на 360. Я по протекции. Ага. Ну, вроде, да, красиво, весь город как на ладони, ну, практически. Но что это, волки закрыли за решеткой, портит все ощущение. Вы у меня вид жрать будете на 360, ясно вам? Загреб, конечно, ух! Загреб хорош. Потрясающее место. Хорошо, что бесплатно. В центре Загреба стоит самый большой, самый высокий и вообще самый-самый в Хорватии Загребский кафедральный собор. Вот эти строительные леса – это не плановая реконструкция, это последствия землетрясения. «22 марта 2020 года в 6:24 утра, когда город еще спал, в Загребе случилась беда. Это было самое сильное землетрясение в Хорватии за последние 140 лет, магнитудой в 5,5 баллов. Больше всего пострадали старые здания. Не обошла беда и кафедральный собор.
Эти шпили уже реконструировали, но из-за землетрясения вот этот упал, а этот покосился. Упавший шпиль, естественно, разбился, а вот второй покосившийся демонтировали. И вот, собственно, он. На многих домах после землетрясения трещины, обвалилась штукатурка, обрушились декоративные украшения. И вон, появились вот такие наклейки. Зеленый – это низкий уровень опасности обвалов, можно ходить. Желтый, соответственно, средний уровень, и красный – высокий уровень опасности. Заходить туда категорически запрещено. Пожалуй, единственное в Загребе здание, оставшееся неремонтированным после землетрясения. Осталось как грустный памятник единственной жертве. Шибеник не только красивый исторический город, это в первую очередь курорт. Вдоль набережной припаркованы яхты. Люди с полотенцами спешат на пляж. Пора и нам с безлимитной картой заселиться в самый роскошный пляжный отель. Ди-резорт Шибеник. Oh, thank you, my friend. Отель совсем не похож на старинные дома Шибеника. У него современная архитектура в стиле хай-тек. Он напоминает то ли корабль из будущего, то ли огромную рыбину. Обратите внимание, как он супер подходит к местному ландшафту. Он полностью повторяет очертания мыса. Их с 3 сторон омывается морем. В отеле несколько бассейнов и своя парковка для яхт. А еще он спроектирован так, чтобы все номера смотрели на море. Их аренда стартует от $250 за ночь. Но для тех, кто еще богаче, здесь придумали двухэтажные виллы с собственным бассейном за $1300 в сутки. Of course I take it. I can do everything. Спасибо вам, добрая женщина. Thank you. Have a nice day. Have a nice day to me. Текс, ну что тут у нас? Погнали смотреть. Как клево! Посмотрите здесь. Все такое дизайнерское. Какой шкафчик? Я такого шкафа даже не видела. Какое модное креслице. Кухонка. Все, что нужно для полноценного быта в дизайнерской обертке. Я в спальню. Здесь у нас 2 спальни, просторная ванная комната. Но самое интересное у нас еще впереди. Посмотрите, какой у меня здесь вид! Лазурное море, яхты, какой ландшафт! Так, и самая интересная часть моей виллы – это, конечно же, бассейн. Всегда хотела коллекцию муд-видео из разных стран. Это когда ты вся такая романтичная, когда смотришь потом ролик и чувствуешь лето через экран. Теперь с моим смартфоном Samsung Galaxy Note 20 я могу исполнить свою мечту. Смотрите, что у меня получилось. Можно снимать видео в формате 8К и легко делать из него фото самых ярких моментов. Фото получилось очень высокого качества. Обычно такие делают на фотосессиях на профессиональную камеру. А сейчас это намного быстрее и удобнее. Теперь киностудия у вас в руках. Путь к сердцу туриста лежит через желудок. А желудком Загреба называют местный рынок Долац. Включить слюновыделение. Главный рынок долго искать не придется. Вот он, смотрите, в самом центре города, прямо за кафедральным собором.
Уже больше 100 лет со всей округи сюда съезжаются местные фермеры. Стоят под традиционными шестинскими зонтиками и торгуют, чем Бог послал. Продают домочек крумпер, папор и крастовцы. По 22 гривны за килограмм. А тут у них кружки, сладкогрожди и нектарина по 45 гривен за кило. Цены вообще не кусаются. Говорят, помимо низких цен, рынок Долот славится сердечными продавцами, у которых можно напробоваться от пуза. Проверим? Арбузы, покрытые осами. Can I try? Thank you. Ну, конечно, оса брать не будет. Очень сладкий арбуз. Брать не буду. Дорого. Голубика. Я выкла голубика. Сладкая. Thank you. С пола подняла. Приятно. Какая спелая свежая клубника. Аж малины захотелось. Малина замечательная. У вас. Думаю, как красиво, ненавязчиво уйти. О, селезни. Can I try everything? Ну, я думал, он будет кислым, а он острый, как свинота. О, десерт. Can I try? No. No? Because Corona is all over. Yeah. Спасибо за закуски. Перейдем к основному блюду. Бурек. Местный крестьянский сытный пирог. Такой че-бурек без че. Ну, тут все понятно. С мясом, с сиром, с джабуком. Джабука нет. Беру с мясом и с сиром. And 2 yogurt. Ага, one. Oh, thanks. Так, а до меня это блюдо заботливо пожевал повар? Видимо, так принято. Окей. Вообще, внешне это похоже на хачапури бывшего употребления. Буду пробовать. Ну, это и есть хачапури. Слоеное тесто, мясной фарш и немножко приправок. Все. Вообще, бурек – это турецкий слоеный пирог с разными начинками. Но в Хорватии его едят особым способом – поливая йогуртом. Поэтому его и рвут, как този грелку, чтобы лучше пропитался. В этом блюде скорее поражает не его вкус, потому что он довольно простой. Ты как ешь хачапури или чебурек. А вот именно его подача. А так это очень вкусная рвань. Ну и на $5 тут прям нормальная порция. Ну что, вкусно, Антон? Вкусно. Тогда, парни, берем с собой. В отеле «Дирезорт Шибеник» не нужно думать, чем себя развлечь на Адриатическом побережье. О богатеньких туристах тут уже позаботились. Супер, and you? В стоимость моей виллы включена такая опция, как личный прогулочный катер на весь день. Катер, кстати, необычный. Напоминает плавающий гостиный гарнитур с диванами и креслами. Но на самом деле он очень шустрый. Поднять наш паруса! Разгоняемся! Я орел! Сначала тут везут к старинной крепости Святого Николая, которая защищала порт Шибеника от турецких кораблей. Порт посмотрели, а теперь я расскажу, какой у богачей в Хорватии формат морского отдыха. Из-за того, что берег моря в Хорватии очень каменистый и не всегда приятный для купания, богачи выходят на своей яхте в уединенную бухту с самой красивой водой. Глушат мотор, и яхта становится их приватным пляжем.
Знаете, что здорово в Загребе? Что бедному туристу тут не надо ночевать в палатке, кустах или где-то еще. Тут полно хостелов для студентов и приезжих. Я не студент, но приезжий. Позитив хостел. Ну, название такое. Hi. Hello. Excuse me. Yeah. How much for a bed here? The cheapest bed is 40 kuna. 40 kuna? Yes, sir. Great. I will take it. Класс. 40 кун. Позитивненько. Так. Новые туалетные комнаты. Красивые люди. Позитив! Это я еще в комнате не был. Ну, не богато. И больше похоже не на хостел, а на такой детский пионер-лагерь. Маленькие коечки, маленькие тумбочки. Вон, паровозик в никуда, в стену. Но в целом за 40 кун нормально. Оп, и моя кровать. Позитивненько. Пока-пока, солнышко! Вот кто устает здесь больше всех, потому что Шибеник – самый солнечный город в Хорватии. Солнце здесь светит 300 дней в году. Но даже когда оно уходит, Шибеник все равно прекрасен. Обязательно, если будет такая возможность, вечером задержитесь в старом городе, чтобы познакомиться с удивительным человеком. Вот он. Hi. Hi, Антон. Саша. Nice to meet you, Саша. Это нажигач. Человек удивительной профессии. Он зажигает фонари вечером. Даже в век электрического освещения в Загребе существует традиция каждый вечер зажигать газовые фонари. А Саша Алаванья – единственный человек, которому это доверили. Вы делаете это каждый день? Да, 2 раза в день. Вечером зажигаю, а утром тушу. А сколько фонарей вы зажигаете? 214 фонарей. Воу. Попробуешь? I can try? Боже, учитель, подмастерье. Justice. Я попробую, я и не такое ломал. О, и все? И все? Ха-ха! Чувствую себя Прометеем. Подарил людям огонь. Лет 100 назад каждый ребенок знал, что такое газовый фонарь. Попробуй объяснить. Внутри каждого фонарного столба есть газовая труба, которая идет к фонарю. Смотрите, там уже горит огонь. И горит он круглосуточно. Я не знал, что 24/7. И вот с помощью вот этой палки открывает фитиль, поступает больше газа, и вуаля, да будет свет. От огня раскаляются особые металлические ситечки. Они выполняют ту же функцию, что и спираль в лампочке. How many kilometers? А сколько километров проходите в день? 4 километра в день. 4 километра утром и 4 вечером. Всего 8. Можно поджечь этот? Да. Оп! Так я натренировался. Коллега. Слушайте, я же понял, что это не просто профессия. Это настоящий волшебный герой из сказок. И у него, наверное, одна из самых романтичных профессий. Давать людям свет. Что может быть лучше? Thank you. Вы огонек. Друзья, у меня здесь $100. Они мне не нужны, потому что денег и так навалом. Я их оставлю для вас. Бутылка со 100 баксами спрятана в Шибенике, на набережной напротив отеля «Ди-Резорт Шибеник», рядом с металлической табличкой.
красиво. На Плитвицких озерах должно быть. Туда и поеду. К чуду света. Хорошо, что от Загреба до Плитвицких озер всего 100 километров. Еще лучше, что туда ходят недорогие рейсовые автобусы. Не на правах рекламы, а на правах путеводителя. Все расписания автобусных рейсов можно посмотреть вот на этом сайте. Excuse me, hi, can I buy one ticket to Плитвичка озера? 82. 82, окей, thank you so much. 82 куны, 2 часа пути, 1 растрясенный копчик, и я у чуда света. Ну а богатые туристы отправляются на чудо света с комфортом, на личном авто с личным водителем. Марио, let's go? Yes? Yes, of course we go. Пока еду, расскажу вам о том, как устроено наше чудо-свет. Плитвицкие озера – это национальный парк размером 20 на 10 километров. В центре каскадом расположились 16 больших и маленьких озер, где верхние как бы по ступенькам перетекают в нижние. Зайти в парк можно через 2 входа – как снизу, так и сверху. Бывалые туристы рекомендуют начинать маршрут снизу вверх. Потом расскажу, почему. Расклад такой. Вход в парк стоит 200 кун, это больше $30. Но есть лайфхак. Если прийти сюда после 16:00, то билет будет стоить 150 кун, это $25. Но есть еще один лайфхак. Парк большой, я маленький. Можно пройти бесплатно. Надо было с этого и начинать. Плитвицкие озера не обнесены забором, поэтому, кроме 2 основных входов, вдоль трассы есть куча уже протоптанных хитрыми туристами тропинок. Вот там, 200 метров за моей спиной, официальный вход в парк, а здесь, знакомьтесь, неофициальный вход в парк. Это ужасно стыдно и неправильно так поступать. Но это только ради эксперимента. Пожалуйста, не делайте, как я. Ну, вроде кажется, тропинка и тропинка, чего тут особенного. Но на самом деле здесь в 91 году во время Югославской войны закладывали мины, так что все пространство здесь буквально нашпиговано ими. Паш, после вас. Если вы не хотите стоять в очереди за билетом или позориться, как Антон, бронируйте билет заранее на официальном сайте Плитвицких озер. По дороге встречаются указатели с надписью «Без билетов вход запрещен». Ну все, заячьими тропами добрался до цивилизации. О! А вон и главный вход. Значит, ничего не пропустил. Буквально в 20 шагах от входа в парк есть смотровая площадка. Плитвицкие озера – это драгоценное украшение Земли. Они похожи на ожерелье из самоцветов всех оттенков голубого, зеленого и бирюзы. И все это в кружеве водопадов и оправе из дремучего леса. С ума сойти! Обалдеть! Просто вглядитесь в этот цвет. Ощущение, что сейчас все фильтры в интернете просто встали и пристыженно вышли вон. Обалдеть! Такой цвет воды на Плитвицких озерах из-за известняка на дне. Солнечные лучи отражаются от белого дна, и тонкий слой воды подсвечивается снизу. Это как будто, я не знаю, как будто картинка из кино. Хочется прям сделать вот так вот, содрать. Или как обои.
И этой красоте больше 4000 лет. А открыта она была только 400 лет назад. Все потому, что люди считали эти места заколдованными и не совали сюда своего носа. Даже в 17 веке в картах здешние места назывались садами дьявола. Но сейчас все поменялось, и это одно из самых лакомых местечек в Хорватии. Как образовалось чудо? Река Корна пробивалась через известняковую породу и постепенно вымывала ее. Вымытые частицы преобразовывались, увеличивались в естественные плотины. Так и возник каскад озер. Это место постоянно живет и меняется. Где-то падает дерево и получается очередная плотина. У этой воды есть чудодейственные свойства. Все, попадающее сюда, обращается в камень. И имя этому чуду – минеральные вещества и карбонат кальция. Оно потихоньку образует пористый камень, который называется туф. Вот для примера, вот палка, сейчас попробую достать, которая лежит тут относительно недавно. Она еще вот только слегка успела покрыться вот этими минералами. А вон там на дне палки, которые уже давно лежат тут, поэтому они уже как будто бы каменные. Физика. Наука. Паш, не отвлекай, пожалуйста, я очень занят. Рассматриваю местные красоты. И красоток. Знаешь как? Смотри. Во-первых, это просто самое живописное место. А дальше можно приближать и рассматривать все подробно. Главное, что четкость и качество фото сохраняются. Ну а фото красоток, прости, показать не могу. Контент-то не детский. Я лучше сейчас сам туда вниз спущусь. Один. Тем более, что со своим смартфоном я теперь профессиональный видеооператор. Заодно и деньжат заработаю. Кому фото-видео от Антона Зайцева? Девочкам 5 кун, красивым девочкам бесплатно. Плитвицкие озера вполне можно было бы также назвать плитвицкими водопадами. Их тут, наверное, миллион. Это же просто! Вы посмотрите на эту красоту! Вот она настоящая силушка природы! Кстати, теперь понятно, почему озера лучше смотреть снизу вверх. Так ты смотришь водопадом как бы прямо в лицо. А если идти наоборот, придется постоянно оборачиваться, чтобы увидеть всю красоту. Не переживайте, это не помехи в вашем телевизоре и не слабый сигнал. Это самый большой водопад в Хорватии. Великий Слап. Так и переводится большой водопад. На секундочку, 78 метров. Вообще, сейчас водопад не выглядит столь впечатляющим. Сейчас у него сушнячок, но поверьте, в сезон дождей он поражает своей мощью. Водопад – это не только красиво, но и увлекательно. Здесь куча развлечений. Например, классическое фото на камне. И я создаю водопад. Я пью водопад. Я создаю водопад 2. Самое большое и самое глубокое озеро Плитвицких озер – Козьяк. Именно оно соединяет нижние и верхние озера. Переплыть его можно на паромчике. О, приехал кораблик. Упс, проверяют билетики. Вот и облом. Без билета озеро не переплыть. А значит, нельзя попасть на верхние озера. Значит, будем искать развлечения на нижних. Я заметил, что тут полным-полно рыбы. Озеро просто кишит форелью. Ловить ее тут, конечно, нельзя, но прикормить... Секундочку.
Налетай, торопись, покупай и нажрись. Оп! Хо-хо-хо. Это похоже, как будто я делю наследство. Старшей рыбе большой кусок бурика. Средней рыбе средний кусок бурика. Младшей рыбе буриком по голове, чтоб учился. Кстати, Антон, кормить рыбу в парке тоже запрещено, как и заходить без билета. А еще тебе на заметку, если ты вдруг соберешься купаться, тут очень легко утонуть. Озера хоть и красивые, но очень коварные. Вода в них ледяная, много холодных источников и водоворотов. Грустный факт, но некоторые озера в парке названы в честь людей, которые в них утонули. Так появились озера Галовац, Милина, Батиновац, Милановац. Это было круто! Спасибо, лодочка. А сейчас давайте покажу, что пропускает Антон, зайдя в парк Зайцем и не попав на Верхние озера. Сказочно. Боже мой, вы посмотрите, обстановка прям вот, ну, сказочная. Такое впечатление, я не знаю, как будто сейчас белый кролик выбежит и скажет: Василиска, побежали со мной, я тебе покажу еще много-много таких же мест. И эта часть парка самая-пресамая красивая. Именно тут хитросплетение озер, водопадов, мостиков, упавших деревьев наиболее живописное. Не был тут, значит, и не видел Плитвицких озер. Это нереальная атмосфера. Я такого никогда в жизни не видела. Вы скажете спасибо своей маме, своему папе, вообще этому миру, потому что здесь, ну, это настоящее чудо света. Каждую секунду в мире что-то происходит, и иногда это что-то доставляет колоссальное удовольствие. Вот, 1 секунда, и оплата премиальной карты MasterCard прошла успешно, быстро, и все довольны. Под конец своего роскошного дня я решила посетить смотровую площадку. Воу! Вы что, прикалываетесь? Банджампинг? Вот это? Я вас ненавижу. Недалеко от Плитвицких озер через узкий морской пролив переброшен высоченный Масленицкий мост. Даже глядя с него вниз, сердце уходит в пятки. Неудивительно, что этот мост стал любимым местом экстремалов. Сюда приезжают со всей Европы, чтобы переступить через край и шагнуть в пропасть.
утирает. Спасибо, ребят. Я вас ненавижу. У меня был очень насыщенный уикенд, но деньги все равно остались, так что бабки есть, бабки не проблема. Хочется потратить их на адреналин. Зиплайн! И не просто зиплайн. Самый длинный и быстрый зиплайн в Европе. Правда, это было в 2017-м. В таком я еще не летал. Судя по всему, меня готовят в космос. Я кнопочка из Чип и Дейла. Okay, I'm ready. Okay. So, what is the length? Length is 1.7 kilometer. Not bad. And what is the speed? Maximum speed is 120 km per hour. Ого, 120 километров в час. Yes. Я буду лететь быстрее своего леденящего крика. Окей. Уверен, Вася сейчас поспокойнее проводит время. Ой, все! Ой, мамочки, все, я... Ой! Это что? Это за... Все! Это все, господи! У меня вот тут вот все начинает мандраж подниматься. So we'll start counting. 1, 2, 3, bungee. Don't touch me. I should... It's like this. Okay. Щукарем, как батенчик. So when you start moving, it's bouncing, you will start to the road. Окей. Все, yes, I should go. Так, ладно, ребят, давайте как пластырь, просто вот так вот. Подожди. Ладно, все, нет, red of course. Что мы тут будем? Turn around. Все. Подожди, мужик, подожди. Боже мой, все. Right hand here, left hand there. Ого. Что тут с каждым разом все страшнее и страшнее. Ага, это еще и унизительно. And push. Stretch your leg. Can you? To stretch? Так. Человек-торпеда. Фу, Паш, какая-то страшно. Слабоумие и отвага. И ветер в харю. Как это страшно. Нет, не готов. Нет. О, боже мой. 2, 3. О, боже мой. Ой. Мать моя хорватская женщина! Как это круто! Ощущение, что я очень-очень скоростной троллейбус, который сошел с ума. Сейчас выплюну остатки легких и гордости и погоню дальше.
Я это сделала! Боже мой! Oh, thank you, my friend! Ребята, ну это просто какая-то... Ой, во-первых, я не верю, что я это сделала. Потому что когда была на мосту, казалось, что не так страшно. А когда ты смотришь вот в эту черноту... Бля, у меня Ой, господи, у меня аж челюсть дрожит. Это был мой самый страшный страх с самого детства. И ну, это было нереально круто. Поэтому я вам что советую? Вообще, забейте на страх, потому что из-за вашего страха вы можете упустить что-то очень важное в вашей жизни. А упускать ничего нельзя, потому что мы живем только один раз. Второго шанса у вас не будет. В Хорватию можно ехать, чтобы побродить по старушке Европе. Чтобы понежиться на берегах теплого моря. Или даже чтобы стать частью маленького волшебства. Чувствую себя Прометеем. Но никакое путешествие не будет завершенным, если не увидеть их. Обалдеть! Бирюзовые каскады в Плитвицком лесу. Это то, что заставит любого поверить в чудо. Позитив! Ухо заложил. Я реально управляю этой штукой! Так, этот я зажигал, это моя работа, вот там профан, тот не горит, этот мой, этот мой, этот мой. А этот ваш? Этот мой. Привет. Привет, Антошка. Знаете, рассказываю, не только ты тут была с безлимитной картой, сразу говорю, вот, пожалуйста, моя безлимитная карта. И вообще я тут зажигал в Загребе. Слушай, чувак, как я зажигала? Как? Ты сейчас просто очумеешь. Птичка выпала из гнезда. Да ладно? Прыгала с банджи. Вау! Дядюню, yes! Чувак, это просто было... Слушай, почему всегда, где ты, везде полиция? Я не знаю, в чем проблема, это все... Разберись в себе. Все, это за тобой. Окей, excuse me. Ну что ты разоралась? Что ты разоралась? Так что мы с вами увидимся на следующем чуде света. На Медном каньоне в Мексике. Правильно сказал, молодец. Да? Молодец. Наконец-то, с четвертой попытки, с четвертой программы. Нормально, это нормально. С четвертой. Это уже не 41 думает. Так хватит издеваться.